Екатерина была еще совсем молодой, когда оказалась на пороге своей семьи, лишенной поддержки и понимания. В свои 17 лет, когда жизнь только начинала распахивать перед ней свои двери, она неожиданно столкнулась с горькой реальностью, которая перевернула ее мир. Она носила под сердцем ребенка, и этот неожиданный факт стал настоящим испытанием для ее семьи. Ее родители, глубоко верующие и традиционные люди, не могли смириться с мыслью о том, что их дочь забеременела вне брака. В их глазах это было грехом, предательством семейной чести и традиционных устоев. В ту ночь, когда она, собрав последние силы, призналась родителям в своей ситуации, они, исполненные гнева и непонимания, выгнали ее из дома. Екатерина почувствовала всю тяжесть предательства, когда в их глазах она превратилась в позор, и они, придерживаясь своих строгих принципов, решили избавиться от этого бремени. Покинутая, израненная и обессиленная, Екатерина провела несколько дней в полном смятении. Мир, который она знала, рухнул, и под мрачной тенью отсутствия поддержки она бродила по улицам, едва зная, где найти укрытие от нежелательной реальности. Ей было трудно найти хоть какое-то место, где она могла бы чувствовать себя в безопасности, и каждый уголок, который она знала до этого, эхом напоминал ей о том ужасе, который она пережила в родных стенах. Однако вскоре она наткнулась на свою любимую подругу, которая готова была предложить ей помощь. Эта подруга стала для Екатерины спасательным кругом в бурном море, оказавшись единственным светом в темном тоннеле. Она приняла Екатерину в своем доме, и это предоставление убийственно важной поддержки дало ей возможность переночевать и восстановить свои силы. С каждым днем Екатерина начинала налаживать свою жизнь снова. Она переборола страх и отчаяние и сознательно решила, что не оставит ребенка, который рос под ее сердцем. Каждый новый день казался ей личным сражением, борьбой за себя, за своего будущего ребенка и за возможность реализовать мечты. Спустя несколько месяцев, наполненных надеждой, ожиданием и страхом, Екатерина родила сына. Этот момент стал поворотным, полностью изменившим ее жизнь. Ощущение первой любви, легкости и ухода на новые этапы жизни переполнено счастьем. Но в то же время это событие добавило ей ответственности. Несмотря на все трудности, она была готова сделать все необходимое для обеспечения своему ребенку нормальной, полноценной жизни. Сложности с деньгами, работой и учебой вскоре вскрыли множество забот, которые становились частью ее каждодневной реальности. Екатерина понимала, что ей мало просто пережить события. Ей нужно адаптироваться к новым обстоятельствам и научиться быть наиболее сильной. Она извлекала уроки из своих страданий и понимала, что только ее собственные усилия и безмерная любовь к сыну смогут сделать их жизнь лучше. Она трудилась без усталости, стремясь дать ему все, что могла. Годы шли, и с каждым годом Екатерина становилась все мудрее и сильнее. В то время как ее сын рос, учился и развивался, его маленькие шаги наполняли ее сердце гордостью и счастьем. Однако даже с радостью она не могла избавиться от тех шрамов, которые оставили события, происходившие с ней 20 лет назад. Она пыталась избегать мыслей о родителях, заставляя себя не вспоминать о них и закрывая этот вопрос, как только он возникал. Тем не менее, сын, растущий и познающий мир, часто задавал вопросы о бабушках и дедушках, и это напоминало Екатерине о пустоте, которой так не хватало в их семье. Она осознавала, что в их жизни отсутствует нечто важное – родительская любовь и поддержка, которые они не могли получить. Все это ощущение становилось все более невыносимым с каждым годом, как будто ноша истощала ее внутренние силы. Спустя 20 лет
Екатерина превратилась в сильную, уверенную женщину, которая смогла создать крепкую, любящую семью и построить жизнь, не полагаясь на постороннюю помощь. Она успела достичь многого, но что-то внутри нее продолжало требовать разрешения. Вопрос о родителях оставался открытым. Этот вопрос был парализующим, и в ее сердце шевелился страх. После долгих размышлений, собрав все свои силы и возможности, она решила, что пришло время узнать, что стало с ее родителями. Она долго боролась с тревогами, но однажды у нее возникло понимание, что открытость, честность и смелость могут сыграть ключевую роль в завершении этой незаконченной истории. Поэтому Екатерина села и написала родителям письмо, в котором сообщила им о своей жизни, о том, что она жива, и что ее жизнь сложилась, несмотря на все трудности, которые ей пришлось пережить. Она не ожидала быстрого ответа. Ее цель была проста – донести до них, что она справилась, что у нее есть сын, и она счастлива. После нескольких дней ожидания, полных тревог и ожиданий, она и ее сын, полные надежд и страхов, решили поехать в родной город. Это путешествие стало для них важным шагом в сторону примирения. Когда они подошли к старым дверям, Екатерина почувствовала, как сильный внутренний страх захватил ее. Вернуться в это место было рискованно и трудно. Слишком много воспоминаний, слишком много боли жилой в этом месте. Открывая двери, она приготовила себя к самым разным эмоциям. Когда родители распахнули двери, Екатерина сразу же заметила в их глазах удивление и, возможно, горечь сожаления, что время слишком быстро ускользает. Они были свидетелями своего собственного страха, который проявил себя в каждом движении их лиц. Прошло много лет, и они тоже пережили свою утрату. Но Екатерина почувствовала, что между ними не осталось мест для вражды. Время изменило все, сделав их более мягкими и понимательными. Сев за один стол, они начали разговор, который ожидали многие годы. Не были произнесены слова сожаления или упреков, желания возложить вину на кого-либо. Вместо этого присутствовало искреннее понимание того, что жизнь, несмотря на всю свою боль, продолжалась. Екатерина поделилась своим путем, рассказала о том, как ей пришлось бороться за будущее своего ребенка, как она преодолевала трудности и раскулачивала свою душу, чтобы продолжать жить. Родители, открыв свои сердца, рассказали о том, как сильно скучали по ней, как ей было трудно жить без их дочери. Рассказывая о своих переживаниях, они осознали, что потеряли сами себя, когда выгнали ее из дома, и как сильно изменились с тех пор. Хотя жизнь была полна потерь, пришло время для исцеления, и их сердца начали заново открываться одна другой. Боль прошлого с каждой минутой становится менее тяжелой, а на ее месте начинает расти новая надежда. Надежда на будущее, которое они теперь могли бы разделить вместе, восстанавливая утраченные связи. В этот радостный момент, когда они нашли друг друга, Екатерина поняла, что хотя время и не вернет потерянное, оно все же дает шанс восстановить отношения, появившиеся в новых обстоятельствах. Семья вновь стала целым, пусть и потерянным, но вновь обретенным. Теперь они могли посмотреть в недалекое будущее с надеждой и пониманием. Ведь именно по прошествии всех невзгод они научились ценить простые моменты вместе. Время действительно является замечательным лекарством, если в сердце есть место для прощения и любви. Вот такая удивительная и вдохновляющая история, полная тяжелых испытаний, личных трансформаций и крепких связей. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди столько интересных материалов, и, возможно, в следующих историях вы найдете отражение своих собственных борений, побед и настоящей силы духа.